Друзья, всем привет! Как я рад сегодня с вами увидеться. Сегодня очень хороший день. За окном чудесная погода, большие планы, большие надежды, а значит хорошие новости, хорошее настроение будут царить в сегодняшнем выпуске. Поддержите выпуск комментариями и лайками, хотя чего я буду вас учить? Вы же и сами все лучше меня знаете. Итак, давайте начнем. Уже сегодня, 28 апреля 2022 года, состоится презентация компании Oppo. Это одна из лучших компаний в мире. А почему? Потому что амбассадором Oppo является лучший голос планеты Димаш Кудайберген. И сегодня на презентации нового смартфона этой компании есть невероятная возможность увидеть не только сам смартфон, но и кумира миллионов землян. Да, я уверен, они там тоже слушают Димаша, хотя, правда, мне пока что не удалось установить с ними контакт. Но надеюсь, что в будущем получится записать реакцию марсиан на его голос. Кстати, еще сегодня попозже расскажу вам о своих космических исследованиях, а пока что давайте вернемся к презентации. Сегодня в 20:00 по Казахстану на YouTube-канале Oppo, ссылку я отправлю в наш Telegram. Так вот, там состоится презентация в прямом эфире. Я обязательно буду смотреть, надеюсь, вы тоже. Ну и, конечно, для вас всех уже завтра мы расскажем об этом на нашем канале. Поэтому, если вдруг вы заглянули случайно и еще не подписались, обязательно нажмите кнопку подписки и включите уведомления о новых выпусках, чтобы ничего не пропустить. Так же, как и очень важно не пропустить сегодняшнюю презентацию. А почему? Потому что Димаш написал у себя в Instagram о том, что нас ждет не только информация о самом смартфоне, но и подарок. Вот что написал Димаш. Еще одна хорошая новость. Сегодня вечером будет презентация новых смартфонов Oppo Reno 7. Я уже несколько лет являюсь бренд-амбассадором Oppo в Казахстане, и мне нравятся их смартфоны. В этот раз обратите внимание на дизайн, кожа и стекловолокно, на селфи-камеру, которая делает классные снимки при недостатке света, а режим микроскоп — это просто вау. Презентацию покажут уже сегодня на официальном аккаунте Oppo Казахстан в YouTube. Я тоже присутствовал на этом ивенте, так что дождитесь финала. Там будет интересная информация о приятных подарках для вас от меня и от Oppo. До встречи! Вот так. В прошлый раз был розыгрыш одного из телефонов, в этот раз, видимо, тоже что-то интересное готовится. В общем, не знаю, как вы, но я заинтригован и Димашем, и подарками, и телефоном тоже. Так что сегодня вечером увидимся, ну и завтра тоже об этом вам расскажем. Данелия Тулешева выпустила кавер на песню Адель «Set Fire to the Rain». Я думаю, что вы все помните эту невероятную, юную, талантливую девочку, которая была победительницей разных конкурсов, представляла Казахстан на детском Евровидении в 2018 году, где заняла 6-е место. И также ее совместное участие с Димашем на скандальном американском шоу The World's Best. Также она была в финале шоу «Америка ищет таланты» в 2020 году. В общем, она сделала уже много-много разных песен, разных каверов. Они очень популярны, а ее исполнение песни Stone Cold набрало даже более 70 миллионов просмотров на YouTube. Так вот, я вам, друзья, сильно рекомендую посмотреть свежий кавер на песню Адель, потому что сейчас Данелии уже 15 лет, точнее, на самом деле, надо сказать, всего 15 лет, потому что в свои 15 она обладает невероятным голосом. Еще 2 года назад я говорил, что ее ждет невероятное будущее, ну а сейчас я понимаю, что мой прогноз воплощается в жизнь. Видно, что она развивается, работает над собой, а это очень важно для юных артистов. Есть у нее отличный пример еще одного певца из Казахстана, Димаша, который из своих 27 лет 23 посвятил учебе и сейчас не останавливается. И Димаш сегодня является мировой звездой, лучшим голосом планеты, народным артистом мира. И если Данелия продолжит с таким же трудолюбием заниматься собой, я уверен, что она сможет тоже стать мировой суперзвездой. Хотя, судя по огромному количеству реакций на ее выступление на YouTube, она уже мировая звезда. Но все равно пожелаю ей удачи, постучу по дереву, чтобы не сглазить, ну а все остальное для того, чтобы реализовать свой потенциал и талант, у юной вокалистки, безусловно, есть. Космическое агентство НАСА опубликовало видео с камер Mastcam-Z марсохода
Perseverance, которому удалось запечатлеть на видео Phobos. Это один из двух спутников Марса, который затмил Солнце. Это самое масштабное наблюдение солнечного затмения Фобоса с самой высокой частотой кадра, когда-либо сделанное с поверхности Марса. Оно может помочь ученым лучше понять орбиту Луны и то, как ее гравитация воздействует на марсианскую поверхность, формируя кору и мантию Красной планеты. Солнечное затмение длилось чуть более 40 секунд земного времени, что намного короче, чем обычное солнечное затмение с участием земной Луны. При этом Фобос примерно в 157 раз меньше спутника Земли. Другая луна Марса, Деймос, еще чуть меньше. За последние 18 лет лишь несколько марсоходов наблюдали прохождение Фобоса перед Солнцем. Spirit и Opportunity сделали первое наблюдение в 2004 году, а Curiosity в 2019 первым записал видео этого события. Друзья, я не знаю как вам, но мне всегда было очень интересно, что же находится за пределами нашей маленькой планеты. Поэтому я стараюсь следить за новостями в этой сфере и жду не дождусь, когда же уже наконец у человечества появится шанс наконец-то стать мультипланетной цивилизацией. И, конечно, действительно, нам еще многое для этого нужно сделать, например, на нашей собственной планете навести порядок, но сегодня мы не будем об этом, я лучше расскажу вам, что на самом деле эта новость меня так вдохновила, что я тоже решил сделать серию наблюдений из своей собственной обсерватории в городе Алания, Турция. Как круто звучит. Но давайте продемонстрирую вам результаты. Я провел ряд наблюдений за Луной. Здесь очень чистое небо, чистый воздух, и, наверное, поэтому мои наблюдения увенчались успехом. Правда, я не смог обнаружить признаки внеземных цивилизаций, но все равно было очень интересно понаблюдать за Луной через объектив камеры. Немного новостей спорта. С 19 по 24 апреля в Улан-Баторе проходил чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе с участием сборной Казахстана. В Монголии казахстанские борцы завоевали 5 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых наград, в итоге 21 медаль. Чемпионы и призеры этих состязаний, вернувшиеся на родину, получат свои призовые в денежном эквиваленте. Я взял эту новость, потому что, если вы помните, я встретил спортсменов из Казахстана, когда был в Дубае на концерте Димаша в аэропорту. Я помню этих веселых, жизнерадостных молодых людей. Ну и также на Дала Battle, это такое ТВ-шоу телеканала Хабар, мне удалось познакомиться с представителями самых разных видов спорта. Бокс, борьба, бои без правил. И я был очень удивлен, что все это очень добрые, общительные и совсем не глупые, интеллигентные люди. Поэтому я передаю свои поздравления всем борцам, получившим медали, и передаю привет всем спортсменам всевозможных единоборств. Желаю вам спортивной удачи, спортивного развития и еще больших успехов в спорте. Вы крутые! На сегодня у меня все. Завтра ждите в эфире Елену Прекрасную. Ну и заходите завтра на наш канал Дневник Алании. Там будет очень интересный выпуск. Всем пока!